Ну все, мы уже готовы отправиться. Мы сейчас едем из Мериды в Чеченицу и ехать примерно 2 часа. Чеченица внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКо, а пирамида, которая там находится, внесена в список новых чудес света. Если честно, я даже немножко волнуюсь, потому что первый раз увижу чудо света. Знакомьтесь, это пирамида Кукулькан, и она 25 метров в высоту. Эта пирамида по своей сути огромный календарь. Число ступеней в этой лестнице равно 365, как число дней в году. Архитектура этой пирамиды уникальна. Ее стороны ориентированы на 4 стороны света. Кроме того, во время осеннего-весеннего равноденствия игра солнца и теней создает ощущение ползущей змеи на главной лестнице, что является свидетельством того, что майя обладали навыками в таких науках, как математика и астрономия. Сегодня 1 декабря, 9 часов утра, среда, и это место уже полно туристами. На парковке уже нет свободных мест. Здесь так много людей, все разговаривают на разных языках. Я только что слышала чешский, польский, украинский, немецкий, английский, конечно. Но Чеченица – это не только пирамида Кукулькан. Это огромная археологическая зона с различными постройками. На эту платформу помещали головы своих врагов или пленников для того, чтобы запугать своих врагов. Представляете, как здесь пахло? Этот город, вероятно, был основан в 455 году. Большинство древних городов майя испанцы разобрали на стройматериалы, а этот город они почему-то не тронули. По причине оставшейся нераскрытой тайны, этот город опустел в XII веке. Строения Чеченицы постепенно покрылись ковром тропических зарослей, пока в 1920 году здесь не начались реставрические и археологические работы. Сегодня 1 декабря, вроде как зима, на улице так страшно жарко, мы просто умираем от жары. Я очень впечатлена, как много здесь разных пирамид, здесь вообще огромная территория. Мы сейчас с вами находимся на поле для игры в пок-топок. В этой игре участвовало 2 команды по 4 человека. Нужно было отбивать мяч бедрами и забросить этот мяч в одно из таких колец. После игры капитан проигравшей команды отрубал голову капитану выигравшей команды. И, наверное, вы меня спросите, почему так, а не наоборот? Потому что в культуре майя считалось честью быть принесенным в жертву. Это пирамида Венеры. В священном календаре майя было 260 дней, ровно столько же, сколько период беременности. Здесь находится просто несчитанное количество разных киосков, палаток, столов и прочего, где вы можете купить разные сувениры, футболки и так далее, но нет ни одного ресторана. На улице так страшно жарко, и плюс это место находится под открытым палящим солнцем. Я вообще не представляю, как люди могут сюда приезжать летом или в мае. Это просто ужасно. И кажется, жарко в этот день было не только нам. Эти люди пытаются спрятаться от солнца. Ну а мы двигаемся дальше. Это храм воинов. Здесь тоже присутствуют орнаменты орлов, ягуаров и змей. Перед храмом построены 3-метровые колонны в 4 ряда, на которых изображены воины. Отсюда взялось название храма. Раньше колонны служили опорой для крыши, которая не сохранилась до нашего времени.
Вы же помните, что майя были очень продвинутыми в разных науках? Эта архитектура настолько гениальна, что когда вы хлопаете в ладоши, то можно слышать звук, как будто птица. Теперь я понимаю, почему это место внесено в список 7 новых чудес света. Архитектура, гениальность и креативность этого места впечатляют. Здесь даже есть Starbucks. А еще здесь есть термометры, вот они. И на вот этом экране можно видеть свою температуру. Чтобы добраться к выходу, вам придется пройти через огромный рынок разных сувениров. Кстати, на этом рынке продают очень много кубинских сигар, а продают их потому, что Соединенные Штаты запретили торговать с Кубой, и поэтому мексиканцы закупают эти сигары, чтобы продавать здесь американцам. Но только нет никаких доказательств того, что эти сигары действительно кубинские. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!